На придумывание и производство упаковки стоит потратить в 2 раза больше времени, чем на производство самого товара, который находится внутри упаковки. Именно только в этом случае вас будет ждать успех при продаже этого товара на маркетплейсе. Это или нет, будем узнавать сегодня на фабрике по производству упаковки в Китае, куда я приехал для того, чтобы здесь проинспектировать фабрику и для нашего клиента, который нам уже оплатил за услуги, заказать определенную упаковочку. Решил и вас ознакомить с тем, какие есть нюансы в выборе упаковки, в производстве упаковки, зачем она нужна. Кстати, расскажу вам историю, как нас обучали определенным правилам относительно производства упаковки, когда я учился в Китае в институте. Вот, какие поведывали нам тайны упаковочные. Покажу вам, из чего состоит себестоимость упаковки и разные другие важные моменты, если вы занимаетесь товарным бизнесом, интересуетесь производством товаров в Китае, да и не только в Китае. Это будет для вас полезно. Данная фабрика занимается производством исключительно подарочной упаковки. Она так и называется, именно подарочная упаковка. И подарочная смысл упаковки – это одна из функций упаковки. Когда я учился в китайском университете, нас обучали, что у упаковки есть несколько важных функций. Какая функция? Первая – это защитная. В этом случае, если упаковка защищает товар, который перевозится, и мнется, допустим, толстый картон, а не товар, который находится внутри. Дальше. Функция есть информационная, потому что на любой упаковке есть какой-то состав того, что находится внутри, сведения об изготовителе и так далее. Дальше. Функция рекламная. На упаковке можно поместить какую-то дополнительную рекламу. Она несет рекламу как самого продукта, может рекламировать какую-то дополнительную акцию, может рекламировать вашу компанию, ваш бренд и так далее. Следующая функция маркетинговая, потому что упаковка помогает продвигать и позиционировать ваш товар. С помощью упаковки вы можете товар перенести, допустим, из эконом-сегмента в более премиальный сегмент за счет того, что вы просто улучшили упаковку, сделали ее более толстой, более красивой и так далее. По сути, основные функции. И с точки зрения вот этих функций, здесь больше упаковки направлены на маркетинг. Маркетинг – это позиционирование вашего товара, и все, конечно, хотят продавать товар, закупая его подешевле, продавая подороже. Надо при этом метить, конечно, в свою аудиторию, которая готова купить такой товар, но надо, чтобы товар соответствовал той аудитории, в которую вы метите. И вот здесь за счет упаковки можно недорогой или привычный обычный товар продавать гораздо дороже, продавая его аудитории более платежеспособной, которая покупает не сам товар, который находится внутри упаковки, она покупает ощущение, какой я классный, ощущение, какой я богатый, статусный. Она покупает какой-то статусный подарок для того, чтобы соответствовать социуму, в котором член этой аудитории находится, и так далее. Давайте посмотрим какие-то примеры. Здесь, кстати, довольно разные бренды. Не знаю, все их можно показывать или нет, поэтому, возможно, какие-то бренды в результате на видео будут замазаны, дабы нас не это. Но вот тут есть Mercedes, для которых они делали. Вот это вот тоже какая-то вроде известная компания. Вот. Они делали я так понимаю, видите, по знакам зодиака. Возможно, на какой-то праздник, какую-то подарочную упаковку, очень классную. То есть вот это все надо собрать, все это надо сделать. То есть здесь есть и магнитные защелочки, видите, оно защелкивается, да? Вот. И маленькие ленточки, за которые можно дверку эту открыть. Магнитные защелочки обычно в виде таких круглых или квадратных элементов, которые вклеиваются под внутреннюю часть упаковки и потом к чему-то примагничиваются. К чему здесь примагничиваются, непонятно, но вот упаковка классная. Видите, ручку на нее еще сделали. Ручка, правда, из PU, но тем не менее. Дальше, видите, могут что-то вырезать.
какие-то трафареты делать, особенно если это будет, может быть, с какой-то подсветкой, но это совсем надо заморочиться, но и так тут могут заморочиться, это будет тогда, конечно, классно смотреться. Вот, упаковка тут есть разного вида, с разными элементами. Данная фабрика специализируется на производстве упаковки из картона, там, дерева, бумаги и так далее. То есть не металлическая. Поэтому какие-то вот такие дополнительные элементы, это где-то отдельно делаются и тут просто приклеиваются. Вот здесь вот смотрите, какая тоже упаковка, то есть здесь вышивка. То есть они где-то отдельно, потому что я видел уже их цех, у них таких станков нету, заказали вышивку и просто вклеили вот этот вот элемент сюда. Ну, согласитесь, это будет очень такая премиальная, классная упаковка, если она вот в таком формате вы будете что-то продавать. Это приятно, это прежде всего приятно получать такое, покупать такое. И, знаете, я вот живу в Китае, уже лет, скоро будет как 14, и поездив и даже попробовав жить в других странах, могу сказать, что в Китае умеют делать так, чтобы с деньгами было расставаться легко. Здесь очень высокое соотношение, так сказать, цены, которую ты платишь, и удовлетворения, которое ты получаешь за эту цену. Это я вот на такой мысли себя словил, потому что какое-то время было я жил в Турции, и там все время что-то платишь, покупаешь, как будто тебя обокрали немного. Ну, не совсем приятно. Тут такого нет. И согласитесь, приятно, когда вы делаете какие-то покупки себе или на подарок, что вы испытываете удовольствие от того, что вы расстались с деньгами. И может быть даже с деньгами немалыми. А порой даже испытываете удовольствие от того, что вы расстались с большими деньгами. Вот потратил больше, а стало приятно. Это достигается за счет того, что тебе дали ощущение, какую-то эмоцию, что ты ну, вот, в некую зашел секту богатых людей. Вот, статусных, влиятельных и так далее. Вот это все помогает создавать, то есть это все направлено на некие эмоции. А люди у нас, конечно, существа эмоциональные и покупают очень часто эмоциями. Вот. Смотрите. Это вот известная китайская марка чая. Тоже заказывали они здесь у них. Видите, это качается. Очень разных форм упаковка, она по-разному открывается, то есть я здесь не заметил каких-то стандартных вещей. Она по-разному, дизайн сделан, по-разному открывается, из разных материалов сделана. Вот, тут есть что-то из так называемой эко-кожи, что-то вот с сочетанием какой-то ткани. Ящичек какой классный, да? Вот это у нас оливковое масло, набор оливкового масла. Хороший подарок. Всего лишь 2 бутылочки по 750 миллилитров. Ну, написано по-китайски, все понятно, да? Вот. Но как приятно получить было бы такой подарок, ну и подарить в принципе тоже. И насколько вот это будет дороже, чем просто тот же самый продукт без такой упаковки. Вот. И при этом, я думаю, наценка, да, конечно, надо будет больше потратиться на доставку, вот, и сколько это стоит сама упаковка, но в любом случае, я думаю, маржинальность превысит затраты на себестоимость для повышения вот этой вот статусности. Я заметил тут много, кстати, брендов хороших. Вот это австралийский бренд, и я себе недавно рыбий жир, вот капсулы купил вот этого бренда. Прихожу, а тут у них такая коробка. Вот, смотрите, тоже то же самое, тоже ящичек для того, чтобы в него положить оливковое масло. Тут уже у нас 2 бутылочки по 500 миллилитров. Вот, на этом фоне, вот видите, деревянное колечко добавили. То есть прям вот такие вещи. Давайте вторую руку освобожу. Ого. Такие вещи они, конечно, добавляют. Это у нас чай. В Китае любят премиальный чай. И несмотря на то, что здесь чая, ну извините, как говна за баней, очень много. Его можно купить за $1, за 2. Но здесь с удовольствием сами же китайцы, у самих же китайцев покупают чай более дорогой. Вот. Это, да, может быть из-за сорта, из-за выдержки, но и из-за упаковки тоже. И чай здесь как подарок весьма ценится.
и очень часто передаривается. У меня тоже такие есть. Мне подарили, я передарил. Я думаю, если я кому-то когда-то дарил, тоже китайцы могли передаривать. Давайте дальше посмотрим. Что-то вот открывается, да? Сделали и внутрь вкладывается. Тоже слышали, как захлопнулось. Там есть магнитные. Ого! Тяжелая. То есть тут вот это можно, конечно, все заказать и кожаное, и кожзам, и так далее. Но я вас уверяю, будет выглядеть оно что из одного, что из другого материала очень классно. Потому что ребята молодцы, видите, и бумажечка, в которую там что-то заворачивалось, что и так далее. Пожалуйста, премиальные финики. Dates это финики. Да, видите, вот у них кто-то из арабских стран заказал под финики. Там финики любят. Вот Саудовская Аравия. Классная упаковка. Ну, внутри ничего нет. Маленькие упаковочки, это тоже понятно. Упаковочки, чтобы в них положить много чего-то, мало чего-то. Любят они, чтобы раздвигалось, поднималось, смотрите, под какие-то игрушки. То есть тут и под какую-то парфюмерию, какие-то чаи, игрушки, обычную электронику вон есть. То есть под что угодно. Вот колонка, тоже классно. Хороший вот подарок кому-то, подарить колонку. Насколько она более классно будет смотреться, если внутри будет красивый там из, допустим, Эва сделанный пенопластовая форма. Не пенопластовая, просто из Эва сделанная форма, куда вставляется эта колоночка, ты ее даришь, так и круто открыл. Молодцы. Давайте идем дальше, вернее обратно в переговорку, где я и был. Я вам расскажу, каким образом, допустим, я выбираю упаковку, на что стоит смотреть. Во-первых, упаковка, она из чего-то состоит. И по любому товару, если мы с кем-то работаем, давно находясь в Китае, понимаю, что торговаться в формате «сделайте на 3 копейки дешевле» это не очень. Ни камильфо китайцы так не любят. Почему? Потому что здесь товар не в наличии. Он изготавливается под потребности клиента. Поэтому если клиент свои потребности достаточно четко не изучил, не расписал в нужном формате на китайском языке, то они воспринимаются как таковые, которые могут немножечко варьироваться. Как правило, не в вашу сторону, а в сторону повышения маржинальности фабрики. Дабы фабрике оставить возможность зарабатывать деньги, естественно, но сделать это более каким-то понятным, может даже прозрачным образом, надо посмотреть, какие входят материалы. Вот. По возможности, может даже изучить стоимость этих материалов, стоимость работ, и потом уже более осознанно подходить к торговле, понимая, что это дешевле, чем то, потому что там более дешевый материал. И если это вас устраивает, что там более дешевый материал, тогда вы осознанно просто приходите к более дешевой цене, а не потому что вам снизили, ухудшив что-то на свое усмотрение. Пример. Вот, кстати, коробку тоже делали подарочную для компании Baidu, это поисковик китайский. Вот. Видите, внутри есть картон. Вот, она тут, конечно, уже подзатрепалась, как образец, именно как образец. Внутри есть картон. Этот картон может быть разной толщины. Далее, снаружи есть какой-то материал. Этот материал может быть бумага, этот материал может быть материал, этот материал может быть PU, то, что у нас привыкли называть эко-кожа, кожзам, дермантин и так далее. Это все синонимы. Кстати, PU довольно технологичный материал, который претерпел большое количество изменений, в Китае развился и часто превосходит по своим, как сказать, качествам изнашивания, износостойчивости и прочим физическим характеристикам превышает даже кожу. Поэтому не думайте, что эко-кожа это плохо. В современном мире это уже весьма и весьма неплохо. Вот. Тут мне поприносили разные, как сказать их, примеры материалов. Вот такой пример материала
Важно еще правильно сказать его. Я, кстати, долго по-китайски не мог узнать, как это. Потому что такое не учат. Надо подходить на фабрике и тыкать, говорить, это как называется? Называется сэка. Сэ – это цвет, ка – это карточка. То есть как бы цветовая карта. Вот. Ну, оно применяется, если там из любых материалов. В общем, для выбора цвета. В данном случае у нас тут эко-кожа, PU. Вот, у нее есть подкладочка, у нее есть толщина и прочие вещи. И у нее есть разная цена. Вот, например, более золотистое, его сложнее сделать, оно может быть подороже. Вот, у нее есть разная текстура. Посмотрите, например, какая тут текстура, да? Надеюсь, это видно, понятно. И какая текстура тут. То есть будет смотреться по-разному. Возможно, из вот этой вот эко-кожи будет смотреться более премиально, потому что ей придали текстуру натуральной кожи. Смотрится поприятнее, и я вам скажу, даже и на ощупь оно тоже поприятнее, оно более мягкое. То есть пиюшка у нас будет, может быть мягче, тверже, толще, тоньше, разных цветов и разной износостойкости. И все это влияет на ее стоимость. Вот эту стоимость можно узнавать и разбираться, что сколько стоит. Примерно так. Дальше. Материал подкладки. Вот, ну, честно скажем, сильно он прям не влияет на стоимость, как мне сказали. Но можно ее тут потрогать. О, мягенькая. Мягенькая, все подходит. Можно ее тут потрогать. Вот, кстати, тоже мне как пример принесли. Целый ящичек. Практически такой, как вот делает какой-нибудь там Луи Виттон или что-то вроде того. В него даже положили остатки материала, из которых его делали. Видите, тоже тут приятный материал, застежечка, что-то вкладывается, застегивается и так далее. Важно обратить внимание, что, видите, тут определенным образом сгибается материал, поэтому в зависимости от того, какую вы делаете коробку или подарочную, или что-то, какие у вас там изгибы, какая ее как бы геометрия, надо применять материалы не обязательно самые дорогие или самые дешевые. Надо применять те материалы, которые подходят, ну, с геометрической точки зрения, чтобы их можно было изогнуть, чтобы это красиво, органично смотрелось и так далее. Этому тоже меня здесь сегодня научили, пока я разбирался со своим заказом. От чего зависит стоимость в итоге? От материалов. Количество материалов зависит от, ну, можно сказать, площади той коробки, которую вы делаете. Вот. Материалы должны подходить. Материалы могут быть похуже, получше, чисто по себестоимости. Это может не коррелировать с их параметрами износостойкости. Это все надо спрашивать. Вот. От количества работ, потому что есть какая-то коробка, где надо тут приклеить, там подрезать, там сделать и так далее. Вот смотрите, да? Вот тут отдельно надо вылить вот эту пластмассочку, отдельно приклеить, отдельно еще напечатать на этой ленточке. А у этого всего есть какая-то минималка. Если ты будешь печатать на этой ленточке мало, это будет дорого. Поэтому, например, вот такую коробку просто из-за вот этих дополнительных элементов уже намного дороже сделать. Вот этих, как я сказал, цветных карточек для выбора цвета, их много. И поэтому есть такой момент, почему, ну, как-то лучше это пощупать, либо отправить кого-то пощупать. Ну, естественно, я тут намекаю на нашу компанию. Вы можете, конечно, делать все самостоятельно и так далее, как вам хочется. Но если вы понимаете, что надо, чтобы кто-то это пощупал, разобрался, сознанием дела, посоветовал, сфотографировал, сравнил, поспрашивал, проанализировал, тогда у нас есть услуга такая, как выезд на фабрику. В принципе, я сейчас ее осуществляю. Вот. Вы платите определенные деньги. Наш сотрудник, иногда я, если мне это интересно, если я свободен, можем поехать на фабрику и самостоятельно разобраться там со всеми этими моментами. Даже если эта фабрика находится не в Гуанчжоу, где находимся мы, а по провинции Гуандун или в других провинциях. У нас есть инспекторы для того, чтобы поехать и в других провинциях, не проблема. Так. Минутная пауза.
рекламная пауза прошла. То есть, видите, тут вот можно выбирать вот материалы, бумаги. Смотрите, с разной текстурой. Кстати, мне советовали, есть даже уже такие виды бумаги, которые копируют текстуру кожи. И это будет стоить дешевле, чем сделать, например, из эко-кожи. Такое тоже есть. То есть материалов довольно много. Вот это все вот какие-то материалы. Это не книжки, это все какие-то материалы. Это все вон виды разной бумаги. Но поскольку она меня не интересует, я сюда не залазил. Вот такая эко-кожа. Ну, такой больше для кошельков каких-то используется, я бы не сказал. Ну, такое, вот видите, под крокодайла сделали. Разные виды шнурочков можно выбрать. Вот смотрите, это для выбора тиснения. То есть, что такое тиснение? Ну, я думаю, вы понимаете. Теснение, ищем пример. Ну, например, здесь, да. То есть вот это надо нанести золотистым или серебристым цветом и вдавить. Вот это теснение. И у этого тоже есть выбор цвета. Выбор цвета, то есть более серебристое, менее серебристое, более золотистое, там, переливашка и так далее. Вот это все есть, потому что это все отдельные типы, ну, грубо говоря, там, определенного материала бумаги. Полиэтилен. Это полиэтиленовая пленка, которая под прессом и формой вбивается на вашу коробку для того, чтобы там появилась надпись вот такого цвета, а не просто какого-то другого. Вот. Очень много разных параметров. Например, ленточки. Вот там, где я для клиента делаю заказ, там будет ленточка для того, чтобы из коробочки доставать то, что в коробочке находится. У этой ленточки тоже есть разные виды качества, разного цвета и так далее. И надо посмотреть, чтобы она красиво была смотрелась, чтобы она красиво была подрезана, чтобы у нее там нитки не торчали и так далее. Поэтому надо еще... Потому что китайцы такие могут где-то не досмотреть в том плане, что и так пойдет. Они такие люди... по менталитету, не сильно обращающие внимание на какие-то мелочи, которые в их бытовой жизни не сильно ценятся. А так выходит, что в нашей бытовой жизни и в их бытовой жизни разное внимание к мелочам. У каких-нибудь немцев там оно еще больше, чем у нас. И вот мы на что-то обращаем внимание, они не обращают. Поэтому часто происходит недопонимание или некие элементы, которые мы можем себе представлять как брак. Плохо сделали. Неплохо сделали, просто они это не понимают, что надо так сделать. И хорошо, когда есть кто-то, кто это понимает, им на это укажет, проконтролирует. В этом, в принципе, функция такого агента, как мы. То есть суть и польза нашей работы. Знать про эти моменты, указать на них и проконтролировать, если это в данном товаре важно и нужно. Ну и такие услуги целесообразны потратиться на них. Вот смотрите, внутри коробочек часто вы можете встречать такую приятную на ощупь ткань. Я вам ее показывал. Вот она в рулонах. Видите, с этой стороны почему-то у нее бумага, может быть, чтобы ее наклеить сразу. Это вот у нас, они так называют, с длинным ворсом, это с коротким ворсом. То есть здесь у нас просто бумага, я уже спросил, мажется она клеем и приклеивается. Почему-то не на двухстороннем. Ну, наверное, так надо. Окей, идем дальше в цех. Там тоже работают люди, и мы сможем это посмотреть.
Так, ну вот мы в цехе. Я уже пробежался и наперед знаю, что я буду вам рассказывать. В принципе, ничего сложного нету. Но интересно. В основном сюда поступает уже разрезанная продукция, которую, ну, наверное, где-то заказали, привезли сюда, и тут в основном происходит этапы склеивания и складывания. Вот, как бы, вот так несложно. Например, здесь у нас постоянно подается клей, и этот клей – это внешний материал, который находится на коробке сверху, смазывается клеем и приклеивается к основной твердой картонной основе. Материал внешний у нас вот такой вот. Это ткань, на которой есть бумага для того, чтобы наносить клей было проще, он куда-то впитывался. Под основу у нас берется вот такая вот заранее вырезанная часть. Видите, там, где оно должно складываться, отрезано под углом специально. То есть все эти моменты продуманы. Вот. И здесь вот просто подают это все сюда. И аппарат берет, кстати, за вот эти магнитные элементы и переносит основу на внешнюю бумагу, кладет ее. Все это делается точно, поэтому в названии этого устройства есть такое слово, как позиционирующийся аппарат для склеивания. Ну, смотрите, видите, что у нас в итоге есть? Это все у нас отдельные 4 элемента, да? Один с магнитными этими штучками, другие без них. Все это кладется сверху, аккуратненько, ровненько на эту поверхность. Идет дальше, и там просто склеивается. Просто склеивается. Все. Здесь дальше женщина, знаете, этим шкребочком просто прижимает, передает дальше. Потом пересчитывает, просматривает, складывает в стопочки, передает дальше. И таких вот несколько тут производственных цепочек. Дальше вот за этим столом, вот здесь, тут происходит очищение, очистка. То есть берут в данном случае белые коробки, их надо очистить, чтобы не было кусочков клея, какой-то грязи, пыли или чего-то. Кстати, данный цех называется цех по производству без пыли. Тут вообще, в принципе, по-хорошему, я так думал, должны ходить в халатиках. Но, наверное, тут не столь жесткое требование к пыли, чтобы ходить в халатиках, но очень чисто. Смотрите, на полу ни пылинки, ни травинки. Ну вот одна бумажечка валяется, то есть тут мусора нету, иначе весь этот мусор будет летать в воздухе, приклеиваться к клею и попадать на упаковку. Поэтому тут у них вот какие-то написана какая-то вот водичка, надо перевести, даже не знаю, что это такое. В общем, определенное средство для очистки. Они его наносят на тряпочку и все это очищают. Дальше тут у нас станок, который клеит коробки. То есть берется основа, к этой основе точно так же берется внешний материал, в данном случае бумага, а не ткань, пропускается, склеивается. Все довольно просто. И упаковка. То есть, видите, вот мужчина определенным образом их складывает, делает посередине вот такую прокладочку. Вот. Оп. Скотчиком. Оп. И готово. И вот в такие брикетики. То есть вот это вот поедет уже на фабрику, которая непосредственно производит вот наушники или что это такое, да, наушники. И фабрика уже распакует это и будет туда вкладывать наушники. Видите, так вот у них разнарядка. Наушники такие-то 7000. Наушники другого вида, коробки подушки 4500, 2500, 3, 500, 1000, 2400.
То есть упаковку так прилично. И видите, вот написано до 5 августа надо отправить. Все вот это до 15 августа, остальное до 5. Все запланировано, все работает как часы. Вот здесь упаковка, мне уже ее показывали, здесь упаковка для, как это называется, стекло, не бьющееся стекло на экран телефона. Просто вот тут упаковки больше, чем самого стекла. Ну, вот так вот кто-то делает такую премиальную упаковочку. Ну и, собственно, как эта упаковка производится, идем с конца к началу, потому что начало у нас там. То есть здесь она уже упаковывается, здесь запрессовывается. Обратите внимание, тут надо вот такую форму сделать деревянную, которая это запрессовывает и склеивает. Я спросил, какая деревянная форма стоит около 5000 юаней. Вот. Ну, немного. Прикольно. А вот до этого делали еще вот такую. Видите, одна штучка осталась. И вот все их то ли заготовки, то ли уже готовый товар 2400. 5-й поддон, на котором 2400 коробочек. Там 4-й поддон. И что еще? Просто складывают, собирают, склеивают. В принципе, очень несложное производство. И как можно понимать, поскольку народу тут реально немало, довольно много денег уходит на то, чтобы содержать людей, которые все это делают. Вот, наверное, даже больше, чем на сами материалы. Оп. Как правило, таким образом наносят часто краску. Это называется метод нанесения шелкография. Вот. И написано тут даже полностью автоматическая линия для шелкографии. Но в данном случае, я так понимаю, тут таким образом наносят клей. Судя по запаху и судя по тому, что дополнительно больше ничего на них не появляется. Да, видите? Вот он. Определенным ровным образом появился здесь клей. То есть никто ни кисточкой не промазывает. Видно, да? Вот он появился клей. Ну, в общем, вот так. Поэтому, если вы производите какой-то товар и не хотите сами заморачиваться упаковкой, мы тоже можем это сделать как дополнение к какому-то товару, который мы с вами производим. Вот. Ну, как правило, часто и фабрики сами этим занимаются, но кто-то хочет заморачиваться, кто-то не хочет заморачиваться тем, чтобы самостоятельно находить фабрику, контролировать вот это производство. Поэтому иногда эта функция выпадает на роль агента, то есть нас, тех, кто тут все организовывает, иногда на роль клиента, а иногда на роль производителя. По-разному бывает. Вне зависимости от того, как, мы все равно знаем, умеем и хотим вам помочь и быть полезными в вашем бизнесе, чтобы, если ваш бизнес будет процветать, тогда и нам будет хорошо и материально, и морально. С вами был Дмитрий Белоусов, компания Easy China Business из Китая, с фабрики по производству упаковки. Все, пока.